Вся история Bito отсюда началась. История, когда либо с подвала, либо с гаража начинается. В 2003 году, 2004 году занимался с фотостудиями, диски продали, и потом занимался текстилем, разным бизнесом занимался. В конце концов, пришла идея в IT-сфере. Bito, она означает... Единая точка управления. Пришлось 2-3 раза уволить весь команду. Оптовый канцтоварный рынок. Сейчас пойдем к мерчанту Bito, который покажет и расскажет, как все это работает. Чем отличается ваш продукт от местных? В нашей сфере есть определенные сферы, мы работаем, определенные сферы не работаем. Почему предпринимателю с бизнесом стоит использовать Bito? Миллион заработали? Создавать ERP-систему, зарабатывать тяжело. Друзья, всем привет! Сегодня у нас очень интересный выпуск. Мы расскажем про историю развития ERP-системы Bito. Bito автоматизирует очень много различных процессов, незаметно, но эффективно помогает бизнесу. Сегодня мы находимся в первом офисе, где зародилась идея Bito. Начнем рассказывать и показывать весь путь, с чего все началось и к чему сегодня они пришли. Поехали! Сегодня с нами основатель проекта Учкун Тулавов расскажет и покажет, с чего все началось. Спасибо большое, что приняли приглашение, нашли время. Мы находимся сейчас в офисе Регистан, получается? Да. Там, где зародилась идея в 2020 году. Да. Здесь у нас была бизнес-школа. Здесь мы обучали бизнесменов. HR-курсы по продажам, курсы были у нас. И по менеджменту, по маркетингу курсы были. Здесь я увидел у бизнесменов, какие боли в бизнесах и какие страдания у них. После этого я думал вот на это боли найти решение. И вот эта идея появилась в 2020 году в этом комнате. В этой комнате? Какие бизнесмены именно приходили, посещали ваши курсы? То есть какая ниша была? У нас основной производство было там, оптовики обучались здесь, и у них очень большие боли в управлении компанией, и там складское управление, человеческое ресурсное управление и финансы. Вот у всех одинаковые проблемы были. То есть, получается, вы их обучали, после этого зародилась идея Bito. Что потом пошло? Потом я здесь сидел и начал, что можно найти решение, какое оптимальное решение будет для этих бизнесменов. И я, вот как раз карантин начался, во время карантина у меня много времени было подумать и нарисовать, что можно сделать. От А до Я придумал вот этот проект Bito. У вас технического знания ранее было? Технических заданий у меня не было, но идея была. Когда карантин был, время много было, сидел и начертил это все идеи на бумагу. Получается, смотрите, у вас, я так понимаю, вы из традиционного бизнеса пришли, ну, точнее, с госструктуры пришли в традиционный бизнес, вы являетесь основателем сети, грубо говоря, филиалов. Да, у меня много бизнесов был. Раньше я занимался в 2003 году, 2004 году занимался с фотостудиями, диски продали, и потом занимался текстилем, разным бизнесом занимался, и вот в конце концов пришла идея в IT-сфере. И сложно было с традиционного бизнеса переходить на более такой... Вначале, да, тяжело было. Мы много ошибок сделали, много денег потратили. Да. Просто в чем момент? В том, что обычно, когда люди, которые традиционным бизнесом занимаются, они же работают с товарами в плане, не знаю, там, товар, которого можно пощупать. Да. А уже переходя на IT, особенно SaaS-продукты ERP, там же их невозможно потрогать. В плане, они как бы есть, но их нет. Они незаметны, они просто в процессах являются. Да. Изначально вот после карантина началось, вот все массово начали, вот как CRM-системы, ERP-системы разрабатывать, все начали. Я где-то в 2021 году, я считал, где-то в Узбекистане более 40
ERP-систем. Да, прям все массовые начали. Это помимо того, что Да. российские приходили, Да, Bittrex, да, да. AMO. Наши местные, я более 40 считал там. Все начали, что-то делали. Все из традиционного бизнеса пришли же. У всех много ошибок. Я изучал, кто где успешный, где ошибки делает. И мы тоже много ошибок делали вначале. Даже переписали платформу. Ух ты. И много денег теряли. И потихонечку, вот в 2021 году уже первые успешные продажи пошло в Bito. Через год. Ну да. Друзья, сейчас мы находимся прямо в первом офисе, где зародилась идея. Там, где мы сейчас были, появилась идея, Да. а здесь началась разработка. Первый офис, да. Здесь Ага. подвальное помещение. А сколько людей было вначале? Здесь мы вдвоем были сначала. Потом üç kişi olduk mu? Не, вообще этим. First, we took 3 employees Ага. in different areas, and then we started developing. Before getting the employees, we wrote first technical task and how system works. Окей. And with 3 employees, we tested our system in our first clients. Вы были, получается, основным техническим разработчиком. У вас какой стек? То есть вы сами все начинали делать, разработку? First, I worked in Android, Ага. and then backend and frontend. I know different areas of this technology. Okay. That's why I started writing the first lines of the code, and then I couldn't manage to write all the things. Then we get them. Вся история Bito отсюда началась. Здесь мы в подвальном помещении снимали одну комнату и начали здесь писать архитектуру, технические Первую задания. версию. Да, первый. Кахрамон начал первый уже коды писать. И далее мы нанимали уже разработчиков. Это 2-3 разработчика. история, когда либо с подвала, либо с Да. гаража начинается. У многих, на самом деле, вот представление, то, что сейчас стартап гараж делает, у нас есть тоже подкаст с ними, можете посмотреть. Они говорят о том, что стартапы, ну, условно, такие большие стартапы всегда начинались либо в гараже, либо в подвале. У вас тоже такая же история. Сколько месяцев вы здесь Здесь мы работали? 4 месяца здесь были. Ага. 3-4 месяца здесь были. Здесь мы команду собрали, потом другой офис, ну, чуть большой другой офис снимали, и там начали свою деятельность. А когда запустились, прям сколько месяцев разработка шла? Здесь первый уже MVP у нас 3 месяца прошло. Здесь. Запустилась она первая MVP здесь. Первый MVP, когда вы создали, вы уже продали его сразу? Или... Ну да, тяжело было в начале, потому что еще этот... Как клиенты? Какой-нибудь такая история, где вы пришли и что вам сказали? Первые Первые у клиенты? нас, первая трудность, это потребительская культура не было у нас тогда. Вот, 20-й год. Да. Пандемия. Предприниматели хотели использовать какую-то платформу, а они как пользуются, не знали, вот, из чего начать не знали. И у нас тоже платформа эта не такая идеальная была, да, и сложная была у нас. Поэтому тяжело был первые годы и первые продажи у нас тяжело было. А как все же продали первые продажи? Как пошло? Мы сами продали сначала, у нас продавцев не было, и этот отдел продаж вообще не было. Мы сами продали первые продажи, до 100 уже мы сами продали. Ребят, мы поставим, как это выглядело. Многие стартапы думают, что там нужно все допилить, до конца идеализировать, а потом идти продавать. Нет, сначала надо потестировать рынок, что Хоть хотят. как это Да, выглядит. Вот как. И мы дизайн ничего не смотрели, основной функционал смотрели, что, какой пользу дает предпринимателю. Бизнесмены что, какие вопросы решает наша платформа. Мы из этого начали всю историю. Мы здесь основной занимались разработкой, и продажей мы сами занимались с Кахрамоном. И как продавали? Ну вот, нашли предпринимателей, бизнесменов, и пошли, и предлагали им.
Первое время нетворкинг помогал? Или же Да, вы нетворкинг. уходили Первые к тем, продажи, которые незнакомцы были? У нас реклама, маркетинг не было. Мы вообще сейчас есть. да, не сделали рекламу, у нас никакой пост, ничего не было. И мы прямую продажу сделали по нетворкингу. Первые продажи вот так. Когда пойдем посмотрим, здесь основная часть разработки проходила, посмотрим и дальше пойдем уже к другим моментам. Допустим, вот iOS-разработчиков нигде не было курсы. Мы открыли и для себя 21 год. готовили разработчиков для себя. Но которые работают, некоторые разработчики до сих пор у нас работают. Наши ученики были. А курсы закрыли? Да, сейчас не занимаемся курсами. А сейчас откуда берете этих учеников? У нас сейчас жесткие требования и жесткий подбор идет. Основной с разработчиком Кахрамон занимается. А тут, получается, разработка шла как? То есть, сколько месяцев разработка шла? Здесь мы... Нет, до сих пор разработка идет, но основная разработка мы здесь сделали. Смотрите, вы, получается, 3 месяца там были, в Дружбе народов. MVP у нас был. Запустили. А MVP здесь? запустили. Здесь уже подняли другие модули. Продажу уже здесь начали. Какие модули тогда были? Ну, первый у нас склад был, продажа. Тогда производства ничего не было у нас. CRM-ка и плюс склад. Ну, не совсем CRM-ка. У нас продажа был и складское управление, снабжение. Ну, самые первые модули. И касса была у нас. Основная разработка здесь мы проводили. Здесь сделали. Что имеется в виду под продажей? То есть, как это все работало? Продажа? Да. Продажа мы основной занимались через знакомых, через клиента. Вот, допустим, вам продали и хороший сервис сделали, и вы своим друзьями предлагали нас. Я имею в виду, что как работала именно продажа у вас в системе? Ну, основной мы фокус давали оптовой продажу, первый. А Это сейчас у нас запись. Да. Розничная продажа тоже есть сейчас, модуль. Но тогда у нас только для оптовой продажи был. Первые модули у нас для оптовой продажи. На момент, когда вы это все создавали, на рынке не было аналогов? Или почему вы решили, что ваш Аналогов продукт был будет тогда лучше? тоже. Аналогов был, но пришлось несколько, один предприниматель, ну то есть бизнесмен, пришлось ему несколько платформ использовать. А тогда тяжело будет данных собрать. Мы хотели строить единую платформу, которая все бизнес-процессы на одном месте управляет. И стратегическое решение, чтобы легко было принимать. Окей. А как назывался продукт здесь? Здесь Optimal он назывался, потом первая версия Bito здесь вышла. Оптимал. Да, не, Bito уже, первая версия. Сейчас Bito 2.0, а у нас первая версия здесь была. Bito, она означает? Один. Это Слово, с узбекского? Да, с узбекского. Бита. Ага. Получается, это единство. Единая точка управления. Единая точка управления всем промышленным бизнесом. Да. Наша миссия какая была? Наша миссия – это облегчить жизнь и трудовую деятельность людей с помощью цифровых решений. Наша миссия это была. Сейчас очень многие стартаперы, знаете, что делают? Вот когда там, условно такие, когда начинают разработку, идея пришла, они там какой-то MVP делают и сразу идут к венчурам. И это очень часто, потому что сейчас и венчуры себя очень хорошо рекламируют, да? Насколько это правильно? Потому что вот есть же PMF, Product Market Fit. Вы дошли до PMF, потом вышли в поиск инвестиций или как? Не, мы первую инвестицию хотели в 2021-2022 году. Это мы участвовали в акселерации Aloha Venture, когда только открылись это Aloha Venture. И нам предлагали $50 000. Мы это деньги не взяли. Почему? Потому что нам это невыгодно было.
По оценке, минимальная оценка оценка была, была? там 500 тысяч был. А у вас уже продажи были? Да, продажи были. Какой у нас. трекшн был тогда? Ну, сейчас не помню, но небольшая была. Поэтому они оценили 500 тысяч долларов. Мы не согласны были и не взяли инвестицию. А первые деньги откуда вы взяли? Потом мы подняли до 500 тысяч долларов годовой. И пошли Aloha Venture, и они по оценке 5 миллиона 200 тысяч долларов давали инвестицию. Это недавно было? Да. А условно-таки у вас там был офис, подвальное помещение, эти, разработка и так далее. Это огромное количество ресурсов. Откуда вложения на первые работы? Ну, первое вложение мы сами сделали, потом уже Бито сам себе вложение делал. Сколько потратили? Общий мы более $1 миллиона. В начале, до выхода на точку безубыточности? Ну, где первый офис мы где сидели, там у нас расход 2000 долларов был в месяц. 2000 Это долларов. с учетом разработки? Да. У вас двое только было. Сами зарплату не получали? Нет, там тоже 2-3 разработчиков был. Сами зарплату не получали? Нет, сами не получали. Мы, как владельцы бизнеса, мы только работали. На мотивации. Да. Получается, вы $1 миллион в целом потратили на продукт или до какого-то срока? Нет, до сих пор тратим на продукт. Но до нулевой точки мы тратили более вышли миллиона. На точку? Уже в 2024 году мы вышли на нулевой точку. В прошлом году? Да. Получается, до этого момента у вас продажи были, но вы были... А на прибыль вышли? Да, сейчас у нас есть. Какая прибыль? Есть. $1 миллион заработали? Нет С еще. этого продукта? А когда? Нет еще. Ну, скоро. Скоро. Отлично. В этом комнате мы первый отдел продаж строили. Здесь сидели разработчиков. Здесь вот это 3 комнаты сидели разработчиков. Здесь мы обучали на IT-сферу. Ну, курсы были у нас. Интересный момент в том, что это был 22 год. Тогда 22-й, да. момент с тем, что ребята, когда, получается, строили свой отдел разработки, они построили свою еще школу, Да. которая обучали отдел разработки. Школа обучала только IT или же продажи тоже? Нет, только IT. IT обучали, и вот Хахраман, он сам преподавал по бэкэнд разработчику. И основной iOS разработчиков готовили, которые нам нужны. Ну, то, что вам нужно Да, было. это готовили, и мы много не учили. То, что вам нужно, то Да. и... А много людей приходило? Да, было у нас, много было. Сейчас курсы не проводятся? Сейчас, да, у нас достаточно разработчиков, достаточно команда сейчас. А из каких тех же самых учебных центров вы сейчас больше получаете кадров, хороших кадров? Мы с Наджот Талом работаем до сих пор, с ними А качество учеников? Ну, качество учеников, конечно, вот выпускники Страдает? не совсем хорошо. Надо потом поднимать. Сейчас уже с опытом понимаем. Сейчас с опытом понимаем, а основное это Хахраман занимается. Ну, Мы ссылки поставим на подачу. Посмотрите вакансии, если есть, подадите. А тут, получается, академия была своя? да, вот это 2 академия было. Здесь 3 комнаты у нас разработчиков сидели. И там сначала академия был, потом начали отдел продаж строить там. Сейчас это? Сейчас учебный центр. Мы арендовали здесь. Сейчас учебный центр. Да. Мы прям пришли. Ну, дизайн наш это. Дизайн наши. Все сами Да, делали. да, да. Это дизайн мы делали. Мы сейчас пришли в процесс этот. Вот, прям... если хотите, вот посмотрим. Здесь основные андроидчики сидели. Это ваш дизайн? Да, это наш дизайн. Здесь андроидчики сидели. Вот этот лампы тоже мы придумали. Вот. Неплохо, неплохо. Здесь тоже. Она ничего, что мы так приходим в процесс работы в чужой компании? Основная команда здесь сидела. В этом комнате основная команда. Здесь бэкэндчики, основной биту здесь разрабатывали, вот в этом комнате. А какие у вас там месячные расходы были здесь? Здесь у нас 12 тысяч был месячный расход. $12 тысяч Да. на аренду? Не, мы всё? здесь аренду покрывали за счет академии.
То есть академия была платной. Да, академия была платной. А сколько учеников вы Ну, там 100-200 когда-то было у нас. на эти 2 класса? Они... Нет, 3 было. 3. Окей. А сколько месяцев продлилось? Ну, 6-7 месяцев обучали. Некоторые 8 было. Стартаперы, сейчас мы видим, что у вас там вначале были большие, условно, такие офисы, да? Нужно ли начинающим стартаперам, которые только создают все эти офисы и так далее? Я думаю, не нужен. Чтобы стартап поднять, постараться экономить деньги. Ну, не обязательно такие крутые офисы, я думаю. Сначала надо зарабатывать, а потом потихонечку можно. Чтобы бизнес сам себя покрывал. А когда вы пришли к именно Биту, вы понимали, что вы делаете стартап? Или, Да. То есть в начале с 2021 года? Изначально у меня был как традиционный бизнес. Бита. Ну, потом, да. А когда участвовали в акселерацию, когда Поняли, уже что это стартап, поняли, оказывается. да, стартап. И потом начали уже по стартапской дороге. Просто пару лет назад термин стартап, он не использовался. Был IT-бизнес, IT-компания. То есть все строили IT-компанию. А потом, когда термин начал сильно популяризироваться, люди начали IT-проекты называть IT-стартапами. То есть в целом стартапами. Да, мы то же самое. Началось после акселерации Aloha Venture. Получается, Boost дал Aloha Venture. Еще какие акселерации проходили? Мы еще участвуем Plug and Play. Сейчас? Да, сейчас уже заканчиваем. 15 мая заканчивается. И мы планируем другие акселерации тоже пойти, обучаться и развиваться. Какие примерно? Ну, я несколько сейчас думаю, но пока не решил, какие пойдем. Потому что мы уже крупные считаемся стартапом. Начальный нам не нужен, чтобы нам полезно было. Да. На рост был акцент. Мы, получается, пойдем дальше посмотрим, что тут? Бруклин. Здесь у нас первый отдел продаж сидел. Как называется? Мне на самом деле, я сейчас смотрю на команду, которая... Вот дизайн ничего не изменился. Здесь... Что учебный центр здесь? Это тоже ваш учебный центр? Под Нет, другая. Или вообще чужая? Сейчас другая, да. А мы просто пришли на чужой учебный центр. Ну, знакомый. А у них там уроки там прям активно идут, я вижу. Все пусто. Время. Нет, потому что после обеда, да. После 2 начинается учеба основном образовательных центров. Здесь у нас первый отдел продаж. Здесь первый отдел продаж начали работать. Какие интересные истории здесь происходили? Что можете выделить, прям, которого запомнилось? Пришлось 2-3 раза уволить весь команду. Всю команду? Да, отдел продаж. Мы здесь протестировали, с каким способом эффективно можно продавать. И у нас фокус был на суперсервисе. А почему приходилось уволить? Не получалось ли их переобучать? Да, переобучать тяжело будет, потому что на одном системе сидеть, в другой системе переводить тяжело будет. Поэтому мы знали это в начале и собрали команду так, чтобы смог А сколько людей сидело? уволить. Здесь первая команда у нас 3 человека была. 3 человека, потом до 5 подняли. Ну, разные методы принимали и разный способ продажи протестировали здесь. Ну, основной здесь метод продажи разрабатывали. А вы остановились на каком-то конкретном методе или же все еще Нет, разрабатываете? в этом месяце тоже поменяли KPI-систему полностью. Команду? Систему продажи. Не, команду уже не поменяем. Сейчас наша команда есть, сейчас существующая команда. Сейчас она работает? Да, работает. Мы сейчас пойдем к ним еще поговорим с ними. А дальше уже там еще комната или уже санузел? Не, вот у нас... вообще-то мы когда снимали это, ну, то есть арендовали,
Здесь никакой стены не было. Мы планировали... open space да, был? да, 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 да. Большой этот был. А стены вы тоже сами сделали? Да. Ух ты. Здесь у нас этот был, проектор был. Здесь проводили мастер-классов разные. Круто. Пошли дальше? Да. Супер. Самое главное, здесь лестница была. Вот это лифт же. Нам не нужен был. Это бетон полностью Тут пришлось полностью лифт? ломать. Да. Бетон ломать, Да, ломать да. это фундамент? Не, это лестница была. Окей. Фундамент, не фундамент. Неплохо. Наш первый учитель. Да. Карамон. Пошли дальше. Спасибо вам большое. Здесь кухня и плюс митинг-рум. Здесь даже... Едя, общались. Да. Не, когда собеседование здесь проводили. Понял. А зарплату здесь давали. Да. Мы здесь основной строили отдел продаж. Здесь мы подняли биту до 10 раза. В 10 то есть, раз. да. X10 сделали. Мы когда там сидели, мы продали 4-5 до 10 в месяц. Автоматизировали до 10 бизнесов. Здесь мы подняли продажу до 100 штук. Ну, то есть в месяц 100 бизнесов автоматизировали. Здесь? Сколько? Да. Здесь разработчиков не было, только отдел продаж строили, и разработчики в другом локации сидели. И основное здесь только готовили отдел продаж и строили новый отдел продаж. Сколько лет или месяцев вы здесь работали? Нет, год сидели здесь. Да, в 24 году здесь сидели. Полностью 24 год. А какие метрики были в начале 24-го? И что В стало? начале 24-м, это январь месяц, мы где-то 10-15 продали, да, вот. В январь месяце, в начале месяца 10-15 уже продаж было, подключений. Каждый месяц вот до 10 продали, до 24 год. Мы январь месяц здесь начали готовить в 24 году. И апрель-май месяц, вот в таком времени, уже подняли до 50. 50? 40-50 продаж в месяц. день? В месяц. В месяц. Какая сейчас норма средней продаж Сейчас у нас 100 продаж в месяц. Мы хотим поднять до 200. До 200. А какая цель до конца года? Сколько компаний подключить? До конца мы хотим до больше 2000 клиентов. Ага. На рынке сколько клиентов? Сейчас в данный момент, как наши данные, больше 30 тысяч общие пользуются. ERP-системами, да. CRM-ками. Основную долю кто сейчас Основную долю это 1С сейчас, да. Как вы планируете с, условно, такими гигантами конкурировать? С 1С имеете? Ну, со всеми. Со всеми? Получается. У нас основной фокус на суперсервисы. 24/7 у нас обслуживают ребята. Команда тоже работает 24. Да, техподдержка у нас очень сильно работает. И максимально мы обучаем. Кроме этого, мы каждый месяц один онлайн, один офлайн тренинги проводим для клиентов наших, чтобы их обучать, как вести бизнес. По маркетингу, по менеджменту, по продажам, по сервисам. Разные у нас проекты есть. Допустим, вот в апреле месяц управление людских ресурсов. Каждый месяц у нас, тренингов есть. И кроме этого у нас каждый месяц проводим онлайн-вебинары и обучаем наших клиентов. Я так понимаю, что после того, как вы закрыли, грубо говоря, IT-академию, которую вы строили, вы открыли академию для своих же клиентов, которые подключили к вам. Да. То есть они ежемесячно проходят еще определенные курсы по улучшению их бизнеса, который работает на базе бита. Да. А сейчас как это все проходит? И как часто? Месяц 2 раза. Вот. То есть вебинары это и есть обучающий формат? Да, обучающая платформа. Ну, еще у нас техподдержка хорошо работает. У каждого клиента закрепленный менеджер есть. 24/7 обслуживает этот менеджер.
любое время свои вопросы он сможет ответить, получить. Смотрите, получается, у вас отдел продаж работает 24/7. То есть практически каждый день, целый год. Да, в воскресенье даже у нас этот дежурный есть. Дежурные сидят, выходные и праздничные дни дежурный бывает у нас. Из-за чего это? Продукт сложный или же люди не понимают? Потребительская культура еще не совсем развита. Из-за чего нужно будет подталкивать, этого, да. помогать? Ну, потихонечку у нас развивается эта культура. А поменялось ли с момента начала по сегодняшний Да, день? конечно. Поменялось. Что повлияло? Сейчас последние пару лет уже люди хотят использовать какую-то платформу, потому что уже конкуренция сильно стала, и Онлайн-платформы появились. онлайн-платформы и другие конкуренции очень сильно развиваются, поэтому они хотят уже на прибылях или убытках узнавать. В складе есть или нет этот товар, вообще выручка какая у меня. Все это востребованные вопросы. Смотрите, сейчас мы были в нескольких, грубо говоря, филиалов, большинство из которых уже вот второй филиал, где в Регистане находится, на базе Регистана. Это, получается, ваш совместный бизнес с братом? Нет, мы почему здесь сидели? Потому что мы обслуживаем Регистан. Регистаны обслуживаем, и их платформу мы разрабатываем и техподдержку делаем, поэтому нам выделяет место. Это тоже это тоже не бесплатно. Угу. Мы постоянно обслуживаем им, и поэтому они нам дали место. Чтобы быть более так ясно сказать, это не Бито обслуживает Регистан, а есть отдельная IT-компания, которая, получается... Бито тоже обслуживает. То есть Регистан что-то продает? В Бито там есть маленький модуль, это Идутизм называется. Идутизм это управляет образовательных центров, школы, садики, образовательная сфера управляет это. У нас отдельный модуль есть, LMS-система, это полностью образовательная сфера управляет. Ух ты. То есть, получается, любой образовательный центр еще может также к Биту подключиться и управлять своим центром. Это ребята местные Модми то же самое делают. Угу. Это довольно-таки комплексное решение. А помимо этого, получается, у Регистана есть свои там производства, которые тоже на да, Бито это стоит. производство тоже Бито управляет. Даже школы есть в Регистане. В каждом школе есть кухня. Эта кухня тоже Бито управляет. Я же говорю, полностью мы обслуживаем. Каждому ребенку каждый день кормят же 4 раза. Это себестоимость, это блюдо, сколько они знают из нашего платформы. Наша платформа точно себестоимость выходит там. То есть, получается, все это анализируется, считается. А вы предоставляете, помимо того, что все это учитывается, да, ведется какой-то учет, вы делаете ли какие-то инсайды вашим клиенту, условно таки, собралось определенное количество данных, вы даете ему какие-то инсайды, говорите, вот у тебя в бизнесе вот такое-то, можно так-то улучшить, персонализированные советы по улучшению метрик в бизнесе, так назовем. Да. Мы постоянно про это думаем и рассказываем всем клиентам, не только это. Я имею в виду, что, смотрите, у вас, например, есть дашборд, где показываются цифры, метрики бизнеса. Сколько бы было потрачено, сколько было продано, сколько было пришло. У нас есть для руководителя бот. Каждая транзакция, каждая продажа автоматически отправляет платформа для руководителя. И ежедневные отчеты отправляет 8 мая, сегодняшний. А удобно ли вот так работать? Как? В таком формате бота очень много сообщений приходит. Не, вы здесь сможете управлять. Какие сообщения вы хотите, какие не хотите. Это ежедневный, 7 числа отчет. Допустим, у меня 9:00 указано. 9:00 автоматически платформа отправляет отчеты. И здесь показывает, кассе сколько приходов, сколько расходов и сколько остался в кассе остаток. Сколько продано, и сколько суммы налом или долг идет, и какие допустим,
Подписку продаем же, это от Бито. Бито тоже с Бито управляем. Вот, допустим, вчера для мая 42 подписку оплатили, для июня 9, июль 7, август 4, сентябрь 4. И итого вот здесь, какие расходы были и денежный поток. Например, это делают продукты Яндекса, например, когда он анализирует большое количество данных в промежутке большого времени, он говорит о том, определенные персонализированные рекомендации прям дает в Прогнозы дашборд. есть у нас. Да, прогнозы. Прогнозы там в веб-версии есть, там сможете открыть отчетность и там посмотреть прогнозы. Вам предварительные прогнозы дает по продаже, по другим. Мы сейчас попробуем это все посмотреть на деле, когда пойдем уже в последний и основной офис, который ребята сейчас работают. Также мне вот интересно, получается, давайте мы там об этом расскажем, касательно интеграции с маркетплейсами. Да. То есть есть ли интеграция, нет ли интеграции, потому что, мне кажется, в любом бизнесе, который продает что-то, очень важно также к агрегаторам, грубо говоря, подключиться. Да. Насколько Бито в этом формате работает. Так что сейчас... Я месяц назад здесь был, мы вот приходили, и здесь прям кипела работа. Здесь все сидели и работали. Я не знаю, вы были тут, скорее всего, вас не было. Но вот получается... А сейчас вот все пусто. Так что идем в основной офис, где работа кипит, поговорим с командой, поговорим со всеми, а потом мы пойдем к клиенту, который обслуживается Бито, и покажем, расскажем, что было, что стало и как все это работает. Друзья, мы пришли в самый основной офис, который сейчас ребята работают. Пойдем, покажем, расскажем весь процесс, который сейчас происходит. Пошли? Только в этой неделе сюда пришли. На этой неделе приехали. Друзья, мы поднялись на 3-й этаж этого здания. Ребята переехали на этой неделе. Уже пару дней. С чего начнем? Вот здесь у нас здесь левая сторона разработчики сидят, правая сторона у нас отдел продаж и техподдержка здесь сидят. Давайте посмотрим. Надеюсь, нас не выгонят отсюда. Ух ты. Как круто. Вот у нас это отдел продаж. Да. Вот наш роб. Здесь вот видите уже какие дни сколько продает. Отвечает. Да. Здесь разработчики и здесь и там. Это отдел разработки мобильного приложения или в целом? Ну да, По-разному. можно сказать. Здесь тоже, да, разработчики. Здесь вот оборудование тоже есть, которое используют в магазинах. Здесь ребята, когда новые функции, да, выходят, тестируют, проверяют. Посмотреть? Да, можно. Тестер. Текстер курсат. Чек чекарыш башкасын. То есть, получается, это для Вот кассы. VC, да, интегрирован у нас. Это моноблок, это денежный ящик. Это который... Со всеми этими это интегрировано? Интегрирован, да. Интегрирован. Вот. Этикеточный принтер, чековый принтер, все есть. Со всеми интегрирован. Я посмотрим, как это все работает. Новые функции проверяете, тестируете. Давайте какую-нибудь функцию возьмем. Какую функцию можно чаще всего, что используется? Продажа, вот, когда продает, чек сразу автоматически уходит. Ух ты. Это денежная касса сразу, вот, когда закрывает продажу и сразу открывает ящик. Угу. То есть, получается, смотрите, если поэтапно взять, это этап только продажи. Да, это стол продавца, можно сказать. Угу. А остальные части? Остальные части сейчас покажем. Другой. Здесь это моноблок предназначен для продавца. А вот это? Это курс? Да, курс валюты. У нас мультивалютная система есть. На любой валюте сможете работать. Одновременно несколько валют покупаете и продаете, например, сумму. Это можно контролировать. То есть, получается, в любой момент продавец может видеть, какой курс. Неплохо, неплохо. Это можно.
А если переключить язык, это будет... Да, вот. Язык переключить всё. очень легко. Вот на английском, на узбекском, на русском. И быстро переключается. Все переключается и работает. Да. Основное меню тоже на английском становится. Да. Да. И другие тоже быстро переключаются. Всё. И вот здесь у нас весы, настройки Мгм. и другие То принтеры. есть он к нему тоже привязан? Да. Понял. По розничной, по оптовому продажу. А в спокойно основном здесь для управлять. розничной продажи? Это все оборудование для розничной продажи. Окей. Оптом там поштучно? Оптом, да. Оптом Оптом даже можно смартфоны, планшеты. Удобно будет. И оффлайн, и онлайн работает. Окей. То есть, получается, смартфон, он будет играть роль всего этого для оптовой продажи. Пошли дальше смотреть. Шохрух – это тот, который первым в офисе, он первый у нас сотрудник, бигенд-разработчик был. Вот до сих пор он разрабатывает биту, да. Над каким функцией работаете? Главный разработчик, можно сказать, он смотрит за всеми. Сейчас какие функции разрабатываете? Какие там? Производство, этапное производство. Пока нет этой функции. Ну, производство есть, мы оптимизируем, улучшаем. Улучшаем Какие процесс. фишки сейчас ждать? Это секрет. Как выходит, мы у кого этапные продажи, допустим, и продажи говорю, у кого этапные производства, вот это можно будет управлять. Ух ты. Какой заказ на каком этапе стоит, и Тут, получается, какая-то линейка будет, которая будет показывать на каком... это разрабатываем. Интересно. А как это все будет интегрировано? Ну, сразу интегрируем общий. Ну, это один модуль будет интегрирован со всеми. Здесь, получается, сейчас тоже какой-то конкретной задачей занимаются? Это Да, бэкэнд, это отдел Кахрамон, вот, управляет, и он отвечает. Чем здесь занимаются? This is the main development team of Bito. Саму платформу разрабатывают. Yes. They are working. Nowadays they are working in step-by-step manufacturing. I think we will develop it this month and we will release it the next month. As like I said, Shahro is the main backend developer of this team. And this Abdullah is also a backend developer. We have 3 backend developers in this room and front-end and mobile developers. All the core team of the Bito. Мы основной фокус даем на суперсервис. Какие часто задаваемые вопросы? Топ-3. Часто задаваемые вопросы обычно вот по складу, по продаже, по приходу, ну то есть снабжение. Основное производство. Вот. А как происходит анбординг нового клиента? Онбординг это у нас система есть там, поэтапно будет обучать. То есть есть система, которая обучает поэтапно. Это в каком формате сделано? Клиент выбирает. Есть у нас онлайн, есть у нас офлайн. Если офлайн, это уже платный. Если онлайн, это может быть бесплатный. Понял. Получается, есть определенные люди, которые трекерят полностью весь процесс. Интересно. А здесь, я не знаю, какие самые топ-глупых вопросов, которые задают? Таких много. Например? Допустим, как можно оприходовать, как можно продавать. Вот такие обычные. Как можно продать? Да. Обычные вопросы. Обычно мы в каждом окне, вот, видите, здесь знак вопроса. Это нажимаете, именно же это окна как работают, видео есть. Ух ты. Интересно. В каждом Вот, окне. получается, и в целом работа по биту идет. Да. То есть команда здесь работает внутри вашей же платформы. Мгм. Ну вот так. Идем. Вот они, вот сейчас он звонит, который не задавал вопрос, но он все равно звонит. Узнавает, какие трудности есть, какие вопросы есть. Месяц один раз спрашивает. Здесь мы с клиентом переговоры ведем. Основное здесь директорский и переговорный, можно сказать. Meeting room.
Еще вот занавески не привезли. Ну, не успели еще. За неделю. Да, не успели еще. Здесь у нас отдел маркетинг. Самое интересное. К своим идем. Нас не выгоняли. Здравствуйте. Вот у нас Сивара, она директор по маркетингу. От знакомства. Умеет. Приятно познакомиться. А здесь, получается, сейчас у вас есть какая-то конкретная маркетинг-стратегия, по которой, наверное, Да, да. Мы готовим сейчас новую стратегию. И по-другому хотим зайти. Позиционироваться? Да. Как? Ну, это пока... Ну, как бы она выйдет все равно до конца недели. Да, мы до конца не дорабатывали. Вот он по SMM у нас специалист. Умеет. От знакомства. Пока вот работаем. Весь процесс продажи как происходит? Кто-то заинтересовался, позвонил? Да, у нас вот есть вот девушка, она звонит, фильтрует. Если это наш клиент, ребятам встречи назначает. Оффлайн, онлайн, разницы Как вы нету. понимаете, что это ваш клиент? У нас критерии есть. По этой критерии мы фильтруем клиента. И наши сферы есть. Определенные сферы мы работаем, определенные сферы не работаем. Например, Например, не наши клиенты – это аптеки. аптеки с ними не Нет, работают? не работаем. Допустим, продуктовые маленькие магазины. Это не наш фокус. Наш фокус – основное производство, аптеки, сетевой магазин. Это у нас главная страница Бито. Здесь вот по функционалам по чуть-чуть объясняю. Пост – это у нас управляет розничной продажей. Продажа – это у нас управляет оптовой продажей. То есть этапная продажа, B2B продажа управляет. Потом у нас этот есть. Сейчас, минуточку. А как вы выявляете, что нужно для новой функции, которые вы внедряете? Как их выявляете? Мы много опросов проводим, и международные опыты у клиентов спрашиваем, и маркетинговые опросы. Ну, много чего делаем. Смотрите, у нас это управляет розничной продажей. Это модуль у нас управляет оптовой продажей. Кроме оптовой продажи, у нас рассрочка тоже управляет здесь. Да, можно. И здесь вот рассрочка тоже управляет, рассрочка тоже сегодня сколько продали, сколько задержка, сколько, какие люди. Здесь можно сразу смс отправлять. Автосписание есть здесь. Да, с карты автоматически списывает, сколько ожидающих платежей, какое число должен оплатить вот, по числам, сколько надо оплатить. И закрытие. В этом период сколько человек закрыли свою рассрочку. Ну, то есть полный цикл рассрочку мы сможем управлять. CRM-система это здесь у нас управляет онлайн-продаж. То есть свой Bito, свой marketplace есть. Как она выглядит? Ну, мы сделали в виде бот. Это бесплатно. Если вы хотите свой сделать, это уже дополнительная плата будет, дополнительная услуга будет, мы разрабатываем под ваш заказ. Ну, то есть, как хотите, так можем разрабатывать это. И интегрировать. Здесь внутри этой CRM-системы запись звонки тоже есть. Записывается здесь. Телефония внутри платформы сможете позвонить. Через виртуальный номер покупайте у оператора и подключайте, и здесь можно позвонить клиенту. У нас здесь это task management. Для сотрудников? Для сотрудников, да. Еще вот. Таски можно ставить и управлять. Все возможно. Здесь у нас управляет дистрибуцию. То есть дистрибьюторский часть управляет. Здесь вот ходят же по магазинам агенты. Вот это полностью мы управляем. А здесь вот отчеты выходят. Здесь можно полностью, если вы производитель и сами доставляете,
или сами организовали дистрибуцию, сможете полностью управлять. И у нас модуль логистики. Если это тоже для производителя, если вы сами доставляете до клиента, Процесс показывает. да, здесь Трекинг сможете, есть какой-то? Да, здесь как типа канбан можно управлять. Если водитель принимает, уже этап меняется. Для Да. водителя есть отдельное приложение. Да, для водителей есть. А снабжение у нас, который закупы делает, отделы, если у вас крупная компания, каждый отдел за себя заказывает закупы, здесь можно это тоже управлять. И прямой закупы можно тоже. Складское управление. Складское управление у нас очень классное решение есть. И я могу спокойно сказать, в Центральной Азии самое хорошее решение у нас по складскому управлению. Почему? Потому что у нас в одном организации сколько хотите, столько можно склад открывать. Другим организациям перемещать можно, друг другу продавать можно со склада. Решением очень много сделано, которые именно в Центральной Азии вот очень классные решения сделано складское управление. Перемещения тоже разные у нас. Ну, то есть внутренние перемещения есть, межорганизационные перемещения. Межорганизационное перемещение – это между аккаунтами Bito. Да. Только в Bito. Вот смотрите, вы Bito используете, и мы Bito используем, да? Окей. Мы разные компании. Я ваш юзернейм сохраняю себе как клиент. Так. Как клиент сохранил, все. Я вам продаю, И отсюда тут... автоматически у вас появляется, вы просто нажимаете «Да, это я покупал». Подтверждаете. Подтверждаете, в складе автоматически появляется это. Окей. Ну, то есть это экосистема. Экосистема, которая соединена друг к другу. А если это другой ERP? Другой ERP у нас есть интеграционная шина, можно с любым платформам интегрировать. То есть это вручную уже надо будет делать? Ну да. Я сейчас тоже покажу. Здесь финансы. Финансы тоже классно сделано. Есть там денежный поток, баланс и, допустим, дополнительных расходов есть. Это себестоимость влияет или не влияет. Много платформ нету. С помощью у нас дополнительных расходов, с помощью вот транзакций, все можно точную себестоимость высчитывать. Окей. Очень классно сделано это. И HR-система есть, и интеграция, много чего интеграции есть у нас. Тут свой, получается, этот маркет еще есть. Да. Вот Bito Market называется. Очень легко интегрировать, уже интегрирован. Я так понимаю, у вас все эти функции, потому что у вас режим администратора поставлен. Да. Угу. То есть, если, грубо говоря, конкретный бизнес занимает, у него только то, что ему нужно показывать. Да. Точно так же. Потом вот производство есть у нас, и настройка очень гибко сделана. Их так много. Изначально мы начинаем настраивать вам, какие функции нужен, какие не нужен. Допустим, вот видите здесь дистрибуция. Вот здесь дистрибуция есть. Я если отключаю, вот список исчезается. Видели? Допустим, логистику убрал, все, логистики тоже нету теперь. Допустим, у вас производства нету, производство убрал, все, нету. Видите? Все уменьшается, и что есть у вас, именно остается, да. Это сейчас все функции работают. И способ оплаты. Любой способ оплаты можно добавить ручной. Один раз добавляете, всем кассам видно будет это. Способ оплаты, какой пользуетесь, можно. Чек тоже. Обычно клиенту даете же чек. Вот Это полностью можно динамично изменять. Ну, то есть настраиваем это тоже. Ну, платформа полностью динамично сделана и очень классно сделана. Вот про marketplace спрашивали. Любой marketplace можно интегрировать. Как она создается? Вы говорили, что в Телеграме можно, например, уже создать. Вы создаете... Это бесплатно. Окей.
Есть платные, то есть мобильные приложения, сайты в виде вот маркетплейсов. Это уже любой маркетплейс можно А интегрировать. с маркетплейсами, которые сейчас существуют, это Яндекс, Узум и Ну, прочее? сейчас начали интеграцию, пока не заканчивали, но скоро будет уже. Получается, можно будет отсюда, со склада, сразу публиковать в маркетплейс. Будет ли возможность, грубо говоря, там, я не знаю, автогенерация описаний и прочее, Да, да, 10-е? Также будет. Мгм. Мы начали интегрировать, и вы за подписку отсюда можете платить. Кстати, сколько стоит подписка за все это? 100 тысяч один юзер. 100 тысяч один юзер в месяц? Да. Окей. Месяц. А, Это, это на все. Да, на все. Что хочешь, Ничего что не выбирай. ограничиваю. Интересно. Да. А обычно сколько юзеров берут? Минимально 3 вы должны покупать. Минимальная юзер Да. 3. Обычно 5-6 покупать. Ну, мне кажется, в производстве с одним человеком не получится. Да, получится. А какие роли есть? Роли тоже динамично сделано. Вы сами создаете роллы. Для кого какой доступ? Название ролла пишите сюда. И что? Отчет ему не нужен, допустим. Дистрибуция не нужен, логистика не нужен. Что нужно? Еще можно под категории. Открывайте. Здесь что? Вот, Офигеть. договор сможешь создать или не сможешь создать. Если сможешь создать, посмотреть. Если вот это ставите, только свои смотрят. Есть, соответственно. Да. Вот это отделы по отделам. А вот это полный по филиалам смотрит. Редактирует только свой или чужие тоже. Или вообще редактирует, запрещаете ему. Удалить тоже запрещаете. Или только свой можно. Ну, то есть, Что значит только свой? Только свой, который сам создал договора, только это же сможет удалить. Экспорт, то есть в Excel формате, PDF формате можно экспортировать. Это если запретить, Его не будет это рассмотрение владельца бизнеса. Каждый бизнес разный смотрит. Вот скидки, допустим, я запретил скидки давать, создавать скидки. Не получится создать. Да, редактировать запретил. Только смотрит, какие скидки есть у нас. Возврат я ему запретил, ну пусть видит, когда от кого кто возврат делал. Ну, удалить я запретил ему. Экспортировать тоже запретил. Все, так создается ролл. Вы индивидуально под себя сможете настраивать весь процесс. Получается, если он добавляет новую роль, стоимость подписки изменяется. Нет, роль независим. Юзер. На одном позиции, допустим, это роль Это добавление новой роли, это же нового юзера получается. Нет, не получается. Роль это другой, сотрудник это другой. Когда сотрудника добавляете, то же самое. Вот, Я имя. имел в виду, что у сотрудника же есть какая-то роль. Да. Вот здесь добавляйте роль. Понял. До этого вы здесь можете вот сделать бесплатный. Вот. Теперь этот будет. Бесплатный пользователь. Ему логин, пароль не дается. Вот. А что он может делать? Бесплатный. Вот, допустим, у меня 10 человек работает. Из них 5 человек пользуются с программой. 5 человек, они просто не пользуются, продажники или грузчики или кто-то. Ну, я высчитываю им зарплата, долги, другие, да? Окей. Для этого бизнесмен не платит, который именно логин, паролем работает, для них будет платить за подписку. Интересно. Ну вот. Роль здесь определяется, допустим, вот это агент, какой отдел продажи работает, должность, выбираете, все. И одного человека несколько роль может быть. Окей. Вот это филиалы. Это филиалы не работает, и это же тоже филиалы работает, но там В разных филиалах можно давать разные роли. в другом роли работает. Офигеть. Ну, на самом деле так работает. В одном филиале продавцом работает, в другом филиале тоже продавцом или складчиком или что-то работает. Или один человек
И продажа отвечает, и за склад отвечает. Вот тогда роли можно. Склад отдельный же. Мгм. Это магазин, допустим, склад там где-то в подвале. Мне интересно, знаете как? Вот у вас есть огромное количество функций. Как она собралась? Исходя из чего? Пока мы не ищем функции, которые добавляются, потому что когда мы в 2020 году с Кахрамоном нарисовали все функции, еще не успели дорабатывать до конца. Вот я вот открыл фигму. Здесь мы какие функции будет и как выглядится мы до кодинга мы нарисовали. Все. Какие этапы будет у нас, какие функции будет, вот мы полный проект здесь нарисовали. Вот производство тоже. Сами? Да. Я сначала я нарисовал, потом Кахрамон чуть-чуть доработал, да. Ну вот пока не успели, допустим, вот везде есть еще что добавить. Допустим, в складе еще активы не добавили, не успели еще добавить. Еще что? В складе только активы остался. Продажи, допустим, вот модуль продажи еще вот коммерческое предложение не успели еще добавить. У нас же аккаунт соединено. Я могу коммерческое предложение вам отправить, если вам понравится. Подтвердите, и у меня автоматически заказ Как я пойму, что у вас появляется. есть бито? Как я пойму, что у вас есть бито? Не, вот мы экосистему создаем, потом уже общество хотим сделать, наши клиенты, оттуда вы, комьюнити. Оттуда вы найдете бито. А я не могу в самой системе посмотреть, какие поставщики или какие Да, конкуренты есть? будет скоро. У нас B2B Marketplace есть, пока не объявили, но разработан. Теперь объявили. Да, разработан, скоро запустим. Вот там сможете, какие поставщики, у кого что есть. Какие услуги. Да, сможете посмотреть там. И оттуда делать коммерческое предложение, Да. связываться и между аккаунтами Да. работать. Сколько сейчас на данный момент клиентов, грубо говоря, там количество клиентов работает в биту внутри системы? Больше 1000 клиентов у нас, то есть больше 1000 бизнесов пользуются в биту. Ага, хорошо. Какие сейчас основные функции, которые чаще всего бизнес пользуется в вашей системе? То есть прям из 1000 чаще всего чем пользуются складом? Ну, у всех склад есть, у всех снабжение, у всех это. В бизнесах самое главное вот 3 модуля, да, вот самое главное. Это снабжение, склады, продажи. Без этих 3 модуля бизнес не существует. А вы мониторите, грубо говоря, Да. ваших клиентов? Есть какая-то там дашборд, который Да, все есть это у нас показывает? дашборд, сколько раз, какой кнопкой нажимает, все у нас и аналитика есть. События собираются. Да. Выходя из этого, мы решение принимаем. Здесь еще, который нарисован модулев, еще не успели дорабатывать все. Сколько процентов уже сделали? Где-то 70% сделали. 70% сделали. Когда закончим, вот потом поищем новые функции. Смотрите, вы в 2022 году, да, разработали все эти, уже Основные модули. основные модули доработали, грубо говоря, было какой-то набросок того, чего вы хотите. Откуда это все появилось? Это у меня, я вообще-то занимаюсь с 2003 году какой-то бизнесом или что-то продаю, или что-то делаю. Вот. С опытом у меня набралось куча Вы работали идей. с системами? Разным С чем системам. Я на военно-металлургическом комбинате работал. Там система очень четко вставлена была, четкий менеджмент был там. И много чего там изучал. Как можно управлять складской системой, как можно людей управлять. Из этого опыт набралось, потом потихонечку это как мечта стала. Реальность. Ну да. И вот построили биту. Я думаю, в этом году мы сейчас начинаем новый раунд по оценке $15 миллионов.
В этом году уже Bito... Сколько хотите привлечь? Ну, пока меньше миллиона. Меньше миллиона. Да. Получается, Bito оценили на $5 миллионов, и, получается, и Bito получил инвестиции $200 тысяч Да. от Aloha Venture. Следующий раунд с кем вы планируете? Ну, планирую 2-3 венчура. Место? Нет, местных уже достаточно, я думаю, местных больше не хочу привлечь, уже международных хотим, английские или американские венчуров. Вот. Получается, вы планируете также, вы планируете экспансию на другие рынки? Да. У вас сейчас уже есть какие-то акценты? Мы весь Центральной Азии сейчас существуем, продаем, и кроме этого мы в Южной Корее начали потихонечку продавать. И другие страны, да, у нас уже имеем 2-3 клиента, другие страны тоже начали, вот 2-3 китайцы есть у нас, начали, да. Потихонечку все рынки пощупаем. И чем отличается ваш продукт от местных по типу Bills, Ox, другие? Чем она лучше? Я не говорю, они плохой. Но чем ваш лучше? Мы экосистема, мы единая платформа, которая весь бизнес-процесс объединяет на одном точке. Они же тоже примерно себя так позиционируют. Нет, Bills я не совсем так думаю. Bills для продажи. А Ox может быть, у Ox я точно не знаю, какие функции есть, но они давно в рынке, они тоже работают, но я не считаю им, они конкуренты наши, я считаю, они наши партнеры. Мы сможем как-то сотрудничество, я могу сказать, это партнеры наши. Допустим, вот мы близкие с Sales-доктором, с стартапом, и вот Hippo есть, мы даже начали интегрировать друг друга, RoboSell начали интегрировать. Я местные продукты не считаю конкурентом. Местные продукты это наши партнеры. А Amos CRM и Bittrex? Amos CRM, да. У нас некоторые вот конкуренция. именно по колл-центрам Amos CRM наши конкуренты считаются. Ну, с Amos CRM тоже у нас интеграция есть. В маркете у них? Да. Есть. Если Amos CRM пользуется бизнес, и складское управление хочет, мы интегрируем и отдаем. Это тоже наши клиенты. Какие сейчас цифры в бизнесе? Какой МРР? Какое количество сотрудников? Ну, у нас сотрудников сейчас более 50. Более 50. И МРР у нас более 60 тысяч стало сейчас. А какая маржа? Ну, маржа это уже другой вопрос. Ну, мы в прибылях. От такого бизнеса, грубо говоря, если там компания создает свой ERP, большая ли маржа остается? Потому что, например, IT-компании, у них маржа всегда большая. Нет, IT-компания, да, у меня аутсорс-компания была, я маржу какой знаю, там можно зарабатывать. Создавать ERP-систему, зарабатывать тяжело. Почему? Честно, вот я 3 года вот в минусах был. Наша компания 3 года на минусах был. Сидели мы на минусах. И со своих денег закрывали? Да. Просто 3 года тоже держать нелегко. И штат, и работаете, зарплаты не получаете, это просто нелегко. И терпеть тоже нелегко. Но результат? Результат будет, но всегда результат будет. Ход хороший, ход плохой, но всегда результат будет какой-то. Если потерпеть, делать лучше или как? Нет, терпение это недостаточно. Действовать надо. Действовать правильно. Правильное действие, правильный результат. Неправильное действие, это неправильный результат будет. Ну, то есть плохой результат будет. Сейчас многие стартаперы, которые создают свои там продукты, они процесс разработки, процесс в целом проверки гипотезы и идеи ставят очень короткими.
Это, например, там кто-то ставит месяц, кто-то ставит полгода, 3 месяца, да. 3 месяца работают, видят, что прибыль не приносит, они закрывают. Это нормально? Нет, не думаю, нормально. Это почему так бывает? Потому что стратегии нету. Окей. Как зайти в рынок, сколько лет нужен, это... Я вот недавно... Go-to-market стратегия? Go-to-market стратегия? Да. Я недавно вот нашел свой видение. Вот видите, я 22 год планировал 23-м от 400 тысяч. Оценка? Не, в 24 году 640. 640 это МРА. Я планировал, ну почти достигли. Годовой МРР получается? Да. А 25 миллиона сейчас на миллиона сидим. Да, сейчас больше миллиона хотим, вот планировали. До конца года добиться. 1 200 000, да. Ну, до миллиона достигнем в этом году, да. Дай бог. А как эту стратегию в целом делать? Куда пойти им, где изучить, как понять? Допустим, вот я посоветовал бы стартап-гараж. Очень хороший сейчас появился. У нас, когда мы начали, такого возможности не было. Сейчас стартап-гараж очень хороший продукт в сфере именно вот стартапов. Вы являетесь резидентом? Да, мы являемся резидентом, и мы очень довольны резиденты. Вы оцениваетесь на 5 миллионов. Стартап-гараж берет 5%. Ну, это достойно. Допустим, у вас идеи есть или какой-то MVP есть, вы не знаете, куда пойти, как выйти на рынок, допустим, как выйти как получить инвестицию, не знаете, как это правильно надо сделать. Вы, если без стартап-гаража теряете время, теряете деньги, может быть, теряете стартап. Если 5% дадите, 5% это небольшой процент, я думаю. До 5%. Ну, до 5% небольшая, я думаю. Зато у вас большой опыт вы получаете от них. И 18-месячная у них программа есть, которая сопровождает вас. Именно мы там сидим. Получается, у них еще ускоренная программа привлечения инвестиций с помощью Alpha Venture и прочих госпрограмм по поддержке стартапов. Так тоже можно, да. Ну, если через стартап-гараж... А если не через них? Через них тоже можно, просто стартап-гараж вас готовит на инвестицию. Ваши цифры готовит, ваши видения, все готовит на инвестицию. Короче, друзья, мы приехали на рынок солнечный. Рынок солнечный. Да, так называется. Оптовый канцтоварный рынок. Сейчас пойдем к мерчанту Bito, который покажет и расскажет, как все это работает на деле. Мы в Ташобласти, далеко от города. Да. Почему их выбрали? Потому что у них 4-5 магазинов разные виды. Один канцтовар продает, другой пригласительный продает, производство есть. У них разные сферы, поэтому я предлагал к ним. Окей. То есть разные бизнесы только... На одной системе стоят? Да, на одной системе можно управлять. У нас такие клиенты есть, которые товарные, продажные тоже есть. И другие услуги, сервисы. 3-4 проекта на одном платформе управляют они. У него 4-5 магазинов. Marwan. Да, и FT Cards у него бренд. Marwan Cards это канцтоварная сфера. Понял. FT Cards это пригласительный. Мы приехали. Заходите. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaikum. Zo'r-ku mana. Давно его установили? Два года. Как повлияло на бизнес? Нормально. Как было, как стало? Bundan oldin Bito'dan oldin Easter ishlatganmiz. Easter degan programmani. Siz hozir buni ishlatyapmiz. Bito нормально ishlayapti. Hammasi bizda hozir statistikalar, savdolar, kelgan analiz, masalan, mijozlar analizi hammasini shu Bito'da olib boryapmiz. Нормально ishlayapti, yaxshi. Mamnunmiz. По пригласительной сфере самая крупная компания в Узбекистане. Если из Таджикистана, который пригласительный заказывает,
магазины же есть, которые продают стандартные или они производят. Они производят под да, заказ более большое Казахстану, количество. Таджикистану, Узбекистану. По всему Узбекистану они оптовый продают пригласительный. Как Бито взаимодействует во всех этих процессах? Вот смотрите, допустим, это пригласительный, да? У него разные цена есть. Оптовая цена другая и розничная цена другая. Бито это все может управлять. Там вы просто этому клиенту я оптовую цена даю или розничная цена. Там все можно выбрать. Даже валюту можно выбрать. У нас тоже 4 цены есть. 4 цены. Это Оптом есть, супероптом есть, розничный есть. А что значит супероптом? Супероптом Это крупный дистрибьютор. Который много дистрибьюторов. Допустим, вот весь регион он от них покупает и продает другим, да. Крупные клиенты. Это можно, получается, через приложение делать. Покажете, как это работает? Sotuvga kiramiz, yaratishga o'tamiz, mijozni tanlaymiz uni. Mijozlarimiz bor. Klientskiy baza, mijozlar bor. Tanlaymiz. Narx mana. Optim narx, super optim narx, narxlarni belgilab qo'yganmiz bir xil qilib. To'ychilarga mana donni narxi, super optim narxi, optim narxi. Super optim narxida eng minimum narxlardan, masalan, eng ko'p tovar olgan mijozlarga super optim narxda qilib bera olamiz. Agar kamroq masalan dilerlar kelsa, optim narxda hisoblab qo'ya olamiz. Keyin to'ychi narximiz bor. Bu to'ychilar kelsa, o'sha to'ychi narxida belgilab qo'yganmiz, shunaqa narxda sotamiz. Получается, сейчас вся продажа на данный момент так происходит. Вы когда вы там добавляете, продаете что-то, он автоматически добавляется. Да, автоматически. Narxlari chiqadi mana. Belgilaymiz, kodini mana 9279. Mana shu. Narxlari havas ko'rinib turadi. Количество. Kolleksiyasi. Super optim narxda o'zgaraveradi bular narxlari. Optim narxda boshqa narx bo'ladi masalan. Don narxda boshqa narx. Ular hammasini narxlarini belgilab kiritib qo'yganimizdan keyin mana soni bilan tajribaviyoda o'sha nechta bizda ko'rsatib turibdi, o'shalarni ham ko'rsatadi. Okey. Skladlarimiz mana mahsulot qoldiqlarini bemalol o'tib ko'rsa bo'ladi. Bizga mana qaysi mahsulot kerak bo'lsa, o'zimizga kerak taklifnomalar masalan qidiramiz. Mana bu hamma do'konlarimizdagi birinchi do'konimizdagi mana bu ikkinchi do'kondagi, keyin mana bu skladimizdagi mana. Это разные филиалы. Да. Filialimiz mana bu общий остатка bu. Umumiy soni bilan skladda и do'konlarda nechtadan borligi ko'rinib turadi hammasi. Shunga qarab do'konlarni, skladlarni belgilab chiqsangiz bo'ladi. Помимо, получается, склада и продажи, какие еще функции вы используете? Kassa hammasi mana alohida naqd qilgan savdamiz, mana klikka qilgan savdamiz, mana terminalda qilingan savdo, mana dollarda qilingan savdo и перечисление. Hammasi alohida ko'rinib turadi. Окей. Интересно. Keyin buni bizlar o'sha bitta admin bo'ladi. Adminga o'sha bitta hisobga o'sha hammasini ko'chiramiz pullarni. Bo'lgan savdo, umumiy savdoni ko'chiramiz ularga. Это только одна касса получается. Bu bitta kassa bu. Bu bitta kassa masalan. Можно еще кассу добавлять. Qo'shsa bo'ladi, endi boshqa filiallikini qo'shsa bo'ladi, lekin uni bizga qo'shamiz. Bizga ko'rinmaydi. Masalan, bitta o'zimizning do'konmi, o'zimizga adminda bo'lsa, hammasini ko'rib tursa bo'ladi. Это наш клиент. У них производятся книги, производство, продажа, полностью розничная продажа. Что за книги? Это книги для абитуриентов. У них более 250 видов книги. Русский язык, быстрый русский язык. Rebooks называется эта компания. Ну, издательство и продажа. Ну, они управляют в системе около 500 магазинов, они раздают прямой, то есть доставляют. По Узбекистану все книжные магазины от них покупают, и они управляют через Бито это, все процесс. Производство, торговля, все.
Вот такие интересные книги, получается, производят. Это Разные переплеты, тесты. получается? Или только Да, такие да, переплеты? да, разные, да. Мгм. Тесты. У нас это Тарих Умуми называлось. Разные. Это склад, со склада только отправляет по магазинам. Ну, Все доставляет. к 500 магазинам, которым отправляются все эти товары, управляются с помощью Бито. Да. И производство тоже управляет. А вот эти 500 магазинов, которым вы отправляете, они тоже пользуются Бито? Нет, не все. Ага. Ну, есть магазины, которые пользуются Бито. То есть, получается, тогда это интеграция между этими... У нас сейчас фокус как? Мы в первую очередь мы хотим каждую сферу, самые топовые компании подключить Биту. Потом следующий этап начинаем их клиентов. окей. Мы создаем сейчас экосистему. С оптовиков потом отходите к Да. розничным. Поэтому мы Интересно. фокусируемся только оптовиками и производителями. То есть первый рук. Мгм. В каждой сфере. Например, рекламной продукции, которые рекламные материалы продает, где-то рынок мы более 60-70% это наши клиенты. Ух ты. Телефон, аксессуар, тема тоже более 60-70% это наши клиенты, которые с Китая привозят и продает, это тоже наши Все клиенты. работает Да. на Бито. Канцтоварные бизнесы тоже мы развиваемся потихонечку. И телефон, аксессуар, и бытовая техника тоже мы потихонечку развиваем. И производство другие виды, текстильное производство, и производство стройматериалов, разные производства тоже мы охватываем. Ну, то есть самые крупные компании мы начинаем автоматизировать. Почему, вот финальные вопросы, почему предпринимателю с бизнесом стоит использовать Бито, а не любой другой? Вот смотрите, здесь в складе сколько товаров есть, с одной клики можно узнавать. Мгм. И какой книги быстро продается, какой книги стоит уже месяц годами. Не продается. Да, не продается. Это тоже можно с одной клики. Мгм. И программа автоматически отчет отправляет. Каждый час. Не только остаток по продаже, по всем направлениям отчет отправляет, и какой товар меньше остается, это тоже автоматически отправляет уведомление. Мгм. И быстро производит и пополняет С склад. каких стран могут использовать, подключиться и получить поддержку от вашей команды? То есть С каких стран? То есть мы какие сейчас страны вы по всему Центральной Азии работаем Мгм. в данный момент. И потихонечку начинаем уже арабские страны, и Кореи, Китай тоже хотим зайти. Он там большой рынок. Ну, это рынок много. большой, но мы потихонечку начинаем. Мгм. А, Как это сделать? Как с вами связаться? Ссылку можно оставить. Да, я ссылку Да, на самом деле так, оставлю в комментариях. Да. Можете получить ссылку в комментариях, посмотреть и связаться с командой Бито. Да. У нас Связаться не только как клиент, можно связаться как партнер. Да. Мы партнерская программа есть, мы партнерскую программу разрабатывали и даем партнерам хорошие условия. мгм. В любом случае, мы все ссылки, о которых мы говорили сегодня, мы оставим в комментариях. Можете в описании можете посмотреть, можете перейти, связаться и начать сотрудничество. Последний, финальный вопрос. У вас огромный проект. Мы увидели маленькую часть масштаба проекта, который вы создаете. Что вы советуете начинающим стартаперам? Начинающим стартаперам, чтобы они определились сначала точка Б, куда идет, и нарисовать маршрут, то есть дорожная карта, как туда пойти, и с чего начать. Это все надо сформировать. Стоит ли сразу идти за деньгами? Нет, не стоит, я думаю. Сначала определиться с целью, и какой-то результат надо делать, и потом стоит, я думаю, пойти инвесторам. С результатом инвесторам трекшеном. пойти, да, это хорошо.
потому что у меня личный опыт такой был, когда у меня трекшн очень мало был, они оценивали 500 тысяч. Я год отрабатывал, год-полтора отрабатывал и поднял выручку, и уже не 500 тысяч, а 5 миллионов. Получается, цель еще, как мы ранее говорили, 15 миллионов до конца этого года. И, скорее всего, еще новые раунды в ближайшем В течение 2-3 года мы хотим поднимать этот проект до 100 миллионов оценку. 100 миллионов долларов. Что дальше? Дальше вот у нас план есть до 100 миллионов, а дальше посмотрим. Какой-то часть стратегию, может быть, продаем. Уже там больше 100 миллионов, уже мы международные рынки будем. Понял. Друзья, очень важно, если вам подкаст понравился, даже если не понравился, пишите ваше мнение в комментариях, ставьте комментарии, лайки, подписывайтесь, оповещения включайте, чтобы не пропустить наши выпуски. Свяжитесь с Бито, с Аки Учконом. В любом случае, если вы хотите партнерствовать, он очень отзывчиво относится ко всему этому. Поэтому пишите, звоните, давайте начнем сотрудничество. Это не только для узбекистанцев, которые сейчас смотрят, по всей Центральной Азии, кто смотрит, можем сотрудничать, работать и в наших подкастах тоже поучаствовать. Поэтому в любом случае спасибо большое. На этом у нас все. У нас практически 5-6 часов ушло на подкаст. Спасибо вам большое еще раз.